В зимний вечер, когда Москва укрывалась морозной дымкой, Даниил Орлов, отец-одиночка, спешил закончить работу в бизнес-центре на Краснопресненской набережной. Он торопился забрать сына из кружка робототехники и из-за усталости перепутал двери на этаже. Вместо подсобки он вошел в просторный офис с панорамным видом на город. Он уже хотел извиниться и уйти, но увидел женщину, стоящую рядом со стеклянной перегородкой. Она замерла, держа в руках пиджак. Ее уверенная осанка и спокойный взгляд сразу выдавали человека, который привык управлять людьми, решениями и целыми компаниями. Даниил узнал ее. Виктория Ларина, миллиардер и владелица крупнейшей девелоперской группы в России, легенда в деловых кругах и почти призрак для публики. Он застыл, понимая, что случайно вторгся в ее личное пространство. «Я ошибся дверью, простите», — промямлил он, уже тянувшись к ручке. «Стойте», — сказала Виктория неожиданно спокойным тоном. Она подошла ближе и внимательно посмотрела на него. И вдруг произнесла: «Вы тот сотрудник, который приходит раньше всех и уходит последним. Тот, кто никогда не жалуется. И тот, кто оставляет на ресепшене смешные записки, чтобы поднять настроение другим». Даниил смутился. Он считал эти мелочи просто способом не унывать. Он и представить не мог, что их замечает сама владелица компании. В этот момент зазвонил телефон. Звонил сын. Ваня взволнованно сообщал, что занятие закончилось, а папы все нет. Даниил извинился и попытался объяснить, что уже бежит. Когда он убрал телефон, Виктория спросила: «У вас ребенок?» Даниил кивнул и коротко рассказал, что растит сына один, что работает как может, чтобы оплатить обучение, и что сегодня задержался по вине начальства. Она слушала внимательно, будто оценивая не историю, а человека перед собой. Несколько секунд молчала, затем сказала неожиданно мягко: «Идите за сыном. О сегодняшней работе не волнуйтесь. Я сама сообщу вашему руководителю». Даниил не поверил. «Почему вы помогаете?» Виктория закрыла папку на столе и ответила: «Потому что вы вошли сюда случайно, но принесли мне больше спокойствия, чем многие люди вокруг. И я бы не хотела, чтобы этот случай стал последним разом, когда я вижу вашу честность». Он не понял, что она имеет в виду, но в ее голосе не было игры. Он поблагодарил и вышел, чувствуя, как сердце стучит в горле. В лифте он впервые позволил себе улыбнуться. Странная случайность обернулась чем-то большим, чем просто ошибочной дверью. А Виктория осталась стоять у окна. Минуту назад она пыталась сдержать слезы после звонка юриста, который сообщил о предательстве ее партнера. И появление Даниила стало для нее внезапной опорой, напоминанием, что в голове все еще можно удержать равновесие. Снаружи город шумел, как будто ничего не произошло. Но для двух людей этот вечер стал началом перемен, о которых они пока боялись даже подумать. Иногда судьба стучится именно так, тихим шагом и ошибочной дверью.